счастливыми, главное, выспавшимися. Well, very glad to see you here again. Rested, relaxed, and happy. И, конечно, отдельный привет всем нашим друзьям, которые приехали сегодня. We also would like to welcome those who came today. В нашей программе небольшие перестановки. We have a small changes in our program today. И сейчас мы хотели бы пригласить на сцену господина Кена Уркхарта. Now we would like to welcome and invite to the stage Mr. Ken Urquhart. Он расскажет нам немного о себе. У нас будут вопросы и ответы, и затем он прочтет лекцию «Мысли о применении и коррекции». He will tell us a little bit about himself. After that, you can ask your questions, and then he will give us a lecture about application and correction. Переводчик Сергей Лайнер. Interpreter Сергей Лайнер. Well, hello. Thank you for having me here. Большое спасибо, что вы пригласили меня сюда. I apologize for being late yesterday. Я извиняюсь, что я опоздал вчера. And I thank everybody who made the adjustments necessary to make up for that. Большое спасибо, что вы смогли подстроиться и поменять программу для меня. A big thank you to Sergei and the other committee members who have made it possible for me to be here. Большое спасибо Сергею, я, и другим членам персонала. And to Lena and Oleg and the people who are taking care of me this weekend. Большое спасибо Лене, Олегу и другим людям, которые мне помогли добраться сюда. A special greeting to Max and Erica. Большое спасибо и приветствие Максу и Эрике. And to Maria, my old friend from St. Hill in the 60s. Моему старому другу Марии из Сент-Хилла, еще из 60-х. And our other distinguished guests. И всем другим дорогим гостям. And to all Runs.org executives and members. И всем. I want to begin with a very brief summary of my Scientology history. Я начну с короткой истории, моей короткой истории о Саентологии. Then I will address a few questions that have been given to me. И потом отвечу на несколько вопросов, которые мне были заданы. And after that, I think we're going to take some questions from the floor. И потом я буду готов ответить вопросы из аудитории. A friend of my father's introduced me to Scientology in 1957, my 19th year. Друг моего отца познакомил меня с Саентологией, когда мне было 19 лет. I was studying music in London at the time. Я изучал музыку в то время в Лондоне. The friend took me to 14 hours of group auditing over a Saturday and a Sunday. Этот друг пригласил меня на групповой аудитинг, который был во время выходных, субботы и воскресенья. What impressed me firstly was that I felt the cobwebs had been swept from my mind. Первое, что меня поразило, это то, что паутина из моего ума была убрана. And secondly, the auditor presence of the group auditors. И второе, это присутствие аудитора, который проводил групповую сессию. That blew me away. Это действительно меня поразило. As a student musician, I had terrible stage fright. Как студент, изучающий музыку, у меня был очень большой страх перед сценой. I wanted the professional training, but I did not qualify for it. Я хотел профессиональную тренировку, но я не мог квалифицироваться на это. I did all the public courses and had a little auditing. Я изучил некоторые курсы и получал аудитинг. One result I was very happy about was the disappearance of my terrible migraine headaches. Один из результатов, который я получил, это полное исчезновение мигрени, которые у меня раньше были. I haven't had one since. У меня после этого не было никакой мигрени больше никогда.
I was having sessions from a St. Hill staff member in 1963. В 1963 году я получал аудитинг от человека, который был в персонале в Сент-Хилле. That was privately between him and me. It wasn't through the St. Hill organization. Это было в частном порядке, не через организацию Саентологии. He had responsibility for hiring staff. В его обязанности входило назначение, наем персонала. Ron's butler left suddenly. Дворецкий Рона внезапно покинул Саентхилл. A butler is the senior servant in a household, always a male. Дворецкий – это помощник по дому и всегда мужчина. My auditor asked me if I would take the job. И мой аудитор спросил меня, если я хочу эту работу. I didn't have much idea what a butler had to do. Я не очень представлял, что я буду делать. But I was very happy to think that I could give some service to Ron in return for all I had gained from him. Но я был очень рад помочь Рону и дать что-то ему обратно за все то, что я получил. I had an interview at St. Hill Manor with Ron's private secretary, a wonderful English woman. У меня было интервью с личным секретарем Рона. Это была прекрасная английская женщина. My auditor then took me to meet Ron. И мой аудитор тогда пригласил меня познакомиться с Роном. He ushered me into Ron's office. Он пригласил меня в его офис. Ron sat at his desk at the far end of a large room with a high ceiling and huge windows on two sides. Рон сидел за своим рабочим столом. He stood up to greet me as we approached his desk. Он встал меня поприветствовать, когда мы приблизились к его столу. I was almost overcome with awe at the strength and intensity of the energy that emanated from his presence. Я почти был захвачен ужасом от интенсивности и энергии, которая излучалась от Рона. Ron held out his hand to me, palm up. Рон протянул руку ко мне, ладонью вверх. I took it, felt the warm embrace of his hand, and without thinking of what I was saying, я взял эту руку, почувствовал тепло, и не задумываясь о том, что я говорю, I blurted out, I am going to do my very best for you. Я промямлил, я буду делать все самое возможное для тебя. He blinked, he smiled a little hesitantly, and he said, "Thank you." Он моргнул, немного улыбнулся, как бы в сомнении, и сказал «Спасибо». I bowed, turned, and walked away. Я поклонился, повернулся и вышел. That was that. I had hired myself as Ron's butler. Это все. Я нанял себя дворецким Роном. I spent 18 months in that position, and it was just about the happiest time of my life. Я провел 18 месяцев в этой позиции. Это было одно из самое счастливое время в моей жизни. Even though I never looked on myself as a domestic servant, which a butler is. Я никогда не рассматривал себя как бы помощником по дому, просто дворецкий, кем дворецкий является. I became household officer, which sounded a lot better. И я стал офицером по дому. Это звучит более красиво. Ron and I spoke every day that he was at St. Hill. Рон и я разговаривали каждый день. I took him a cup of hot chocolate when he awoke. Я приносил ему горячий шоколад, когда он просыпался. He sat at a small table at the foot of his bed, smoked his cools, drank his chocolate, and chatted to me. Он вставал, садился за столик возле своей кровати, пил свой шоколад, курил свои сигареты Cools и общался со мной. I rarely said much.
я редко что-то говорил. He talked about his track, his research, stories from this lifetime. Он рассказывал о своем траке, о своих исследованиях и разные другие истории. Politics, art, the briefing course, St. Hill executives. Говорил о политике, истории, инструктивном курсе, о саентологии в общем. He teased me a lot, Он дразнил меня. and he said, but we only tease our friends. Он говорил, я прикалываюсь над тобой так, как друг. In late 1964, I moved over to the LRH communicator St. Hill post. В 1964-м я был переведен на пост коммуникатора. After a number of posts at St. Hill and worldwide, Ron called me to the ship in 1968. В 1968 году, после нескольких постов, Рон пригласил меня на корабль. He created the post of LRH personal communicator and put me on it. Он создал пост личного коммуникатора Хаббарда и назначил меня на этот пост. I had the adventure of working only a few feet from the door to his office. И у меня был опыт работы рядом с его офисом всего лишь в нескольких метрах. He called me in frequently for briefings, discussions, conferences, instructions, and chats. Он часто меня приглашал для разговоров, инструкций, бесед. Either on my own or with one or more of his aides. Или один на один, или с другими людьми в присутствии также. We had many a meeting together on the promenade deck, leaning over the rail. Часто мы общались на прогулочной палубе, облокотившись на рейки. We got on very well for the first couple of years. Наши отношения были прекрасны первые пару лет. In September of 1972, he left for the USA and was away for a year. В сентябре 1972 он уехал в США. During that year, his attitude towards me changed. И в течение этого года его отношение ко мне изменилось. When he returned to the ship, we were not so close. Когда он вернулся на корабль, мы уже не были так близки. Although he did not remove me. Хотя он меня не убрал с моего поста. And would often confide in me just as he had done before. И часто также общался со мной близко, как и раньше. His interests and priorities had changed in that year. Его интересы и приоритеты изменились в этом году. Back on the ship, he took up with the onboard musicians. На корабле он занялся музыкантами. He focused heavily on the perceived dangers of potential trouble source and rock slamming crew. Он концентрировался на опасностях, которые могли подстерегать его организацию от потенциальных источников неприятностей и рок-слэмеров. He became extremely bad-tempered, authoritarian, and demanding of instant and exact compliance. Он стал более раздраженным, требовательным и требовал незамедлительного подчинения. I could not follow him in this path, and we grew further apart, but I remained on the post. Я не мог следовать его инструкциям настолько близко. Я остался на посту, но мы немного отдалились друг от друга. LRH built up the Commodore's messenger organization to serve his purposes, as I would not. ЛРК организовал организацию посланников Коммодора для того, чтобы они служили его целям, так как я не был готов это делать. In 1973, we moved ashore to Florida. В 1973-м мы высадились во Флориде. In early 1974, he withdrew from Florida, where his presence had become known to the local press. И в 1974-м он уехал из Флориды, когда стало известно прессе о его пребывании там. And he left for Washington, D.C., then for California. И он уехал в Вашингтон, а потом в Калифорнию.
He left me behind at flag to keep an eye on things. Он оставил меня на флаге наблюдать за всем там. His very last words to me were, "You are too much of a gentleman." Его последние слова мне были: «Ты слишком джентльмен». I never saw him again. После этого я больше его не видел. While he was away in California, he used the now very much bigger CMO, Commodore's Messenger Org, to do his bidding. Когда он был в Калифорнии, он больше и больше использовал свою организацию посланников Коммодора, To be his eyes and ears and to get compliance. чтобы они были его глазами, ушами и требовали подчинения ему. I kept more to myself. Я занимался своими делами больше. Then the inevitable happened. И тогда случилось ожидаемое. The CMO arranged to find that I am a rock slammer. И тогда случилось то, что должно было случиться. Посланники Коммодора организовали так, что меня обвинили в рок-слаймерстве. That indicates evil purposes. То, что говорит о том, что у меня были злые замыслы. So of course they could remove me from my post. И они могли удалить меня убрать меня с моего поста. I went to the Rehabilitation Project Force. И я тогда был переведен в реабилитационный проект. And I went not unhappily, as I knew that it would be my route into tech delivery. И я согласился с этим, и мне этого хотелось, так как я знал, что теперь буду работать с технологией, и это то, что я хотел. When the Net for OT's HGC or Hubbard Guidance Center at Clearwater opened in 1979, и когда направляющий центр Хаббарда во Флориде открылся, I was pulled out of the RPF to be a NOTS interviewer. Я тогда туда был приглашен как ведущий собеседование по нотам. I also did my necessary courses to qualify for NOTS training. Я также прошел курсы, чтобы проводить ноты. And in early 1980 started auditing NOTS on Flag Public. И тогда, в начале 80-х, я стал аудитировать ноты. In 1981 to 1982, I was the top producing NOTS auditor. В 81-82 я производил больше всех нот. But I was very unhappy with how the group I had known in the 50s and 60s was developing. Но мне больше и больше не нравилось, как те же люди, с которыми я работал в 50-х, 60-х, как они менялись, какая обстановка становилась. To me, it was going further and further out of the ARC with humanity. Для меня это больше и больше удалялось от того с человечеством. I tried to leave quietly so as not to destabilize anybody for whom I had been a stable terminal. Я собирался уйти тихо, не дестабилизируя никого, для кого я являлся стабильным терминалом. But as I was slipping away, I was kicked out noisily and unpleasantly. Но когда я уходил потихоньку, я был остановлен и с шумом и грохотом. But in fact, a senior person in the new management spat in my face. И с шумом и грохотом я был оттуда выгнан. И как факт, один из руководителей даже плюнул мне в лицо. This was in late October 1982. Это было в октябре, в конце октября 1982 года. I have declined all invitations to return and have not received any in recent years. После этого я отказался от всех приглашений вернуться и в последнее время не получал больше никаких приглашений. Since then I have audited a lot. После этого я аудитировал много. Written a lot, done projects, done my own thing. Написал много, делал мои собственные проекты. Done a lot of solo auditing. Делал много соло-аудитинга. I miss the life I had with Ron in the good days. Я скучаю по жизни с Роном в свое лучшее время. But accept that that is gone and change is the stuff of life. Но принимаю то, что это прошло, и принимаю изменения. I hope to work with him again one day.
Я надеюсь, что я буду с ним работать однажды опять. Now to a couple of questions. Теперь несколько вопросов, которые я получил ранее. The first one is, did LRH do any miracles? Первый. Творил ли ЛРК какие-либо чудеса? He could have extraordinarily effective TRs in stressful situations. У него были экстраординарные ТУ в очень напряженных ситуациях. Such as when the ship might be in grave danger, Например, когда корабль был в большой опасности, or if there was a threat from a port authority, или была какая-то угроза от руководства портов, or some grave situation on international org lines. или какая-нибудь тяжелая ситуация на международных коммуникационных линиях организации. His intention could be stronger beyond anything I've ever experienced in any other person. Его намерение быть сильным, я такого намерения быть сильным не встречал больше ни в каком человеке. If he used it in such a way as to bypass MEST, he did it without making it obvious. Если это он делал, чтобы обойти МЭС, он это делал так, что это было незаметно. He never played parlor tricks to impress anyone. Он никогда не делал тяжелых фокусов, чтобы кого-то... I mean, he didn't make things rise up and fly through the air. Он не делал так, чтобы вещи поднимались, летали в воздухе. He once said to me at St. Hill, Он однажды сказал мне в Саентологии: you know, people would like me to appear in the sky over New York City. Ты знаешь, люди хотели бы, чтобы я появился в облаках в небе над Нью-Йорком. It would certainly create an effect. Это бы точно произвело бы эффект. But it would overwhelm many. Но это бы очень слишком бы подействовало на многих. And I will not do that. И я не буду это делать. Once, when he was speaking to me at St. Hill, Однажды, когда он говорил со мной в Саентологии, he sat in a chair in his bedroom. он сидел за стулом в своей спальне. I stood in front of him, beyond arm's length. Я был перед ним, дальше, чем протяжение руки. My attention wandered. Мое внимание где-то плавало, Suddenly, I felt a finger poking me in the ribs. и внезапно я почувствовал палец, дотрагивающийся до моих ребер. I gathered my wandering attention. Я собрал мое внимание. Ron was looking at me, smiling. Рон смотрел на меня, улыбаясь. His eyes laughing. И глаза его улыбались тоже. He had not moved from his chair. Он не подвинулся со своего кресла. If he had stretched out his arm, Если бы он протягивал свои руки, I'm sure I would have instantly been aware of it. я бы заметил это. The fact of the matter is that LRH himself is a miracle. Фактом является то, что ЛРК сам по себе является чудом. His life and his work is a miracle. Его жизнь, его работа – это чудо. In amongst the miracle aspect of the man and his life, И аспекты его чуда – это его жизнь. are more human aspects. И эти чудеса больше человеческие чудеса. And this leads me now to address the question, what is the most important thing you would like to share with people? Следующий вопрос, который у меня был, чем бы я хотел поделиться с людьми больше всего? Thank you for this question. Спасибо за этот вопрос. I will answer it with reference to Ron. Я отвечу на этот вопрос относительно Рона. And I will give a broad and basic answer. Это будет общий ответ. It is very important to me that when you consider LRH and what he has done or said, Это очень важно, когда вы рассматриваете или думаете о Роне. you consider with compassion above all. Вы думаете о нем с участием. Why compassion? Почему с участием? Firstly, although Ron manifested in ways that are beyond human, Первое. Несмотря на то, что он проявлял себя
больше, чем человек. He also existed as a human in this human setting. Он также существовал как человек. No human exists with judgment that is always perfect. None. Никакой человек не существует принятием решением, которые абсолютно верны. Никакой. Do not burden Ron with perfection or always rightness. Не вешайте на него то, что он был всегда прав. If we idolize or idealize another being, Если мы будем идеализировать другое существо, we can add to that being's space мы можем добавить в пространство этого существа things which might not be helpful. какие-то вещи, которых там не было. When you look at something about Ron or by Ron, Если мы посмотрим на Рона, какие-то вещи о Роне, give it space, дать пространство, look all around it, посмотреть вокруг and trust in your own instincts, и поверить своим собственным инстинктам, integrity, целостности and goodness of heart. и доброте сердца. Secondly, it is best to consider anything about or by Ron within one or more of several contexts. Sure. Secondly, it is best to consider anything about or by Ron within one or more of several contexts. Также о Роне нельзя судить вне контекста следующих вещей. A. The scene that existed at the time. То, что существовало, сцена мировая, которая существовала в то время. B. Who was Ron interacting with and for what purpose? С кем Рон общался и для каких целей. C. What problem, if any, he was addressing? Какие проблемы он решал. D. All relevant data in LRH's life before the point you are looking at. Все данные, имеющие отношение до жизни Рона, о которой мы знаем. And E. All relevant data in his life that followed it. И все данные, которые имеют отношение, которые были после того, как мы знаем о нем. Give Ron the freedom to change over time. Если дать Рону время меняться During his life and since. в течение его жизни и после этого, To develop his work and himself. развивать свою работу и себя, And to be whatever Ron he was being at the time. считать, кем Рон был в то время. Thirdly, distinguish between Ron's different kinds of outflow. Также нужно различать между разными исходящими потоками от Рона. Ask yourself one question. Спросите себя один вопрос. In this instance, is Ron being interested or interesting? В этом случае Рон был интересным или заинтересованным? Интересующимся. Let me give you an example. If you look at, say, the axioms of Scientology, Например, если мы посмотрим на аксиомы Саентологии, you see that Ron's interest is outward. интерес Рона поднимается. If you look at the issue on the purification rundown, he says, I want all Scientologists to survive World War III. Если вспомнить то, что он говорил по поводу детокса, он говорил, что я хочу, чтобы все саентологи пережили Третью мировую войну. Well, of course we all do. Конечно, мы все этого хотим. He was making a point. Но он пытался сказать следующее. He was drawing attention to himself and his work. Он привлекал внимание к себе и к своей работе. And it's what is otherwise called marketing. What is it? Marketing. Marketing. Это то, что называется маркетингом. So ask yourself, is Ron being interested or interesting? Спросите себя,
был ли Рон интересующимся или интересным. Look at this question Смотрите на этот вопрос and trust your own instincts, integrity, and goodness of heart. и поверьте своей интегрити, своей целостности, доброте своего сердца. Fourthly, remember the scope of what LRH attempted in his life as LRH. Также подумайте о широте того, чего Рон добился в своей жизни. How much he accomplished for us all, Как многого он сделал для всех нас. and the price that he personally had to pay. И цену, которую ему лично пришлось заплатить. To me, and nobody has to agree with me, Для меня, никто не обязан со мной соглашаться, LRH found and gave us the key to personal freedom from all sorrow. ЛРХ нашел ключ для всех людей к персональной личной свободе. In its simplest and most basic form, В своей самой простой форме. that key consists of the axioms of Scientology Этот ключ состоит в аксиомах саентологии and in the trained discipline of auditing and CSing and their support actions. и в дисциплине обучения, аудитинга, КС. Use of these tools permits as-isness. Использование этих вещей позволяет быть как ясности. LRH is the first person we know of to formulate the key. ЛРХ – первый человек, который сформулировал этот ключ And to make it available to every human being. и сделал этот ключ доступным для каждого человека. Please remember that this key opens the door to which we have been pointed. Пожалуйста, помните, что этот ключ открывает двери, к которым мы были направлены By the most enlightened and elevated spiritual guides that have walked this earth. наиболее просветленными духовными гидами, которые раньше были на этой земле. To quote only two of them, the Buddha has said, Я процитирую пару. Например, Будда сказал: mistaking the false for the true принимая неправду за правду and the true for the false, и правду за неправду, you overlook the heart мы не замечаем сердце and fill yourself with desire. и наполняем себя с желанием. See the false as false, Видите ложь как ложь, the true as true. правду как правду. Look into your heart, Посмотрите в свое сердце, follow your nature. исследуйте своей природе. Jesus Christ said, the kingdom of God is within you. Иисус Христос сказал, что Царство Божие в тебе. Each of them clearly pointed out a good path to take. Каждый из них показал хорошее направление. But until LRH did his work, that path had been locked shut for the vast majority of us. Но до ЛРХ этот путь был закрыт для большинства из нас. What is that lock? Что это за замок? Our reactive minds and their susceptibility to restimulation beyond our awareness. Это наш реактивный ум и его действия по рестимуляции нас без нашего осознания. Each of us now has his or her own personal key to his or her own enlightenment. Каждый из нас теперь имеет свой собственный ключ к своему просветлению. That key is the as-isness we can accomplish in our sessions and lives. Этот ключ – это как ясность, которую мы можем приобретать в наших сессиях. Thanks to LRH and thanks to the technical people who bring that key to us all. Спасибо ЛРХ и техническим людям, которые дают нам этот ключ. For this alone, За все это I place LRH amongst the most enlightened spiritual leaders we have been fortunate to have on earth. я помещаю ЛРХ, я считаю ЛРХ одним из самых просветленных людей
которые когда-либо были на этой планете. It is He who helps us to open the locked doors Это Он, кто помогает открывать нам закрытую дверь. to our truth, Нашей правде, our hearts, нашим сердцам, our natures, нашей природе. to whatever we understand as God within us. Всему тому, что мы считаем Богом в нас самих. LRH paid for his courage and brilliance, his caring and his generosity. ЛРХ пришлось заплатить за свою неординарность. That burden may be with him for some time. Эта ноша может быть с ним какое-то время. We must always be ready in our hearts to welcome him back when he is ready. Мы всегда должны быть готовы встретить его опять, когда он готов. The first welcome we can give him is to hold him in our hearts. Первое приветствие, которое мы можем дать ему, когда мы вернемся, это держать в наших сердцах. With all the understanding and compassion that we can muster. Со всем великодушием, которое мы можем произвести. Let Ron be Ron. Позволить Рону быть Роном. As who Ron is Тем, кем Рон есть right now. сейчас. This is extremely important to me. Это очень важно для меня. Thank you. Спасибо. Yep. One more selected question. Еще один вопрос, который мне был задан. The answer will be brief. Ответ будет кратким. Your best memories of LRH. Что больше всего запомнилось тебе об ЛРХ? I will tell you now of one of them that I hold very dear in my heart. Я расскажу вам один случай, который для меня очень ценен. I mentioned it in the first couple of years that I was LRH personal communicator. He and I worked well together. Я рассказывал вам, когда работал очень близко с ЛРХ, и мы очень часто общались. During that time, he often summoned me into his office, В то время он часто приглашал меня в свой офис. where I would find him either seated at his desk Я находил его сидящим за своим столом or standing by the fireplace and its large mirror. или стоящим возле камина и большого зеркала. On the kind of occasion that I'm recalling, В тот случай, который я вспоминаю, I would see at once that he was at an extremely high tone level. я обратил внимание на то, что он был в очень-очень высоком тоне. Action, games, postulates, and perhaps some serenity of beingness. Действий, в тоне действий, игр, постулатов и, возможно, даже безмятежности бытия. His body glowed, his face shone. Его тело сияло, лицо его тоже сияло. His eyes sparkled, Глаза блестели, and a beautiful smile played about his large, mobile, and very expressive mouth. и красивая улыбка была на его подвижном, живом лице. At a point of about 2 meters from his body, I left messed space and go ahead. И где-то в 2 метрах от его тела я покинул пространство мест, Entered his space. и я вошел в его пространство. We were both very present in Mest, Мы оба были в присутствии, в месте, but his ownership of his body and his own space но его владение телом и пространством created a kind of room which one entered and left. создавало отдельную комнату, в которую человек мог войти и выйти. It was more than stepping into a room. Это было больше, чем просто вход в комнату. It was entering a level of golden and glowing ARCU and KRC. Это было как будто хождение в какой-то золотой светящийся АРО и ЗОУ.
of tremendous certainty and of infinite life and warmth. Огромной уверенности, бесконечной жизни и тепла. All entirely in the present moment. Все полностью в настоящем времени. And entirely independent of the present moment. И в то же самое время абсолютно независимо от настоящего времени. This is one of the memories I have of Ryan. Это одна из памятей, которая у меня есть о Роне. That convinces me that he has extraordinary beingness and powers. По которой я могу судить, что он действительно обладал неординарными способностями. I firmly believe that he will find his way back. Я абсолютно уверен, что он найдет свой путь обратно. To action, games, postulates, and serenity of beingness. К действию, постулатам, безмятежности существования. I look forward to perhaps entering that room once more. Я жду, чтобы опять войти, возможно, в эту комнату опять. Okay, Sergey, if you have some more questions. Теперь, если есть какие-то вопросы, можете задать. У меня есть вопрос. Двигаетесь ли вы сами по мосту? И если да, то на каком уровне завершили ли вы мост? The question is, are you on the bridge? If you are, where you are? Thank you. Вопрос, двигаетесь ли вы сами по мосту? Если да, то где вы? I have followed the regular Scientology bridge. I have done the OT levels up to their OT7, which is solo knots. And I've done that off and on for years. I've got as far to the point where I am exploring my 7th and 8th dynamics. Я дошел по мосту, который был предоставлен Роном до T7, и сейчас работаю по 7-й, 8-й динамике. We got a couple of questions also. Question. Я по-русски сначала прочитаю. Дорогой Кен, что бы вы сказали о Квентине Хаббарде? What can you say about Quentin Hubbard? Oh, okay. Quentin was a great auditor. He audited me a lot. Квентин был хорошим аудитором, он аудитировал меня. Very nice, very quiet, gentle person. Очень хороший, очень мягкий, очень добрый человек. I'll tell you a story about Quentin. Расскажу вам историю о нем. I was called to the ship in 1968. В 1968 году я был приглашен на корабль. I didn't know particularly why, except that I was in trouble. Я не знал почему, кроме того, как я думал, что меня за что-то хотят. I expected to go through some form of punishment, ethics conditions and so on. Я ожидал, что будут какие-то наказания в отношении меня. But in actual fact, I was welcomed aboard as a new recruit. Но обнаружил, что меня просто пригласили как новичка работать на корабле. I had no intention of staying. Sorry? I had no intention of staying on the ship. У меня не было намерения оставаться на корабле. However, I bumped into Ron and Mary Sue, and they were both very welcoming. Но, однако, я встретился с Роном, Mary Sue. Я встретился с Роном и Мэри Сью, и они оба очень были приветливы ко мне. And nobody put a contract in front of me. И никто не давал мне никакого контракта. I was suddenly put on a very special, very urgent, and very confidential project. Я был назначен на очень важный, очень конфиденциальный проект внезапно.
I got used to being around Ron and Mary Sue again, and I liked it. Я опять стал часто общаться с Роном и Мэри Сью, и мне это очень нравилось. So things went on, and I just kind of stayed. И потом этот проект продолжался, и я просто остался на корабле. I still hadn't signed a contract. И так и не подписал никакого контракта. I mean the Sea Org billion-year contract. Я имею в виду контракт, который морская организация подписывает с вами на миллион лет. In about 1970 or 71, Quentin was put in HCO, the first division. He was put in charge of personnel and personnel files. Где-то в 1971 году Квентин был назначен заниматься файлами персонала. Quentin was, bless him, a very gentle and loving person, but he liked to gossip. Квентин был очень добрым, хорошим человеком, но он любил сплетничать. He liked to have all the information about people. Он хотел иметь всю информацию о людях. So, putting him in charge of the personnel files was inviting him to learn about everybody. Назначение заниматься файлами персонала приглашало к тому, чтобы он узнал все обо всех. And he went through the files. I'm sure he did it very innocently. И он изучал файлы. But then he found in my file there was no contract. И когда он нашел мой файл, он увидел, что там нет контракта. So he sent me one. И он сказал мне. To sign. And I didn't really want to sign it. А он сказал мне, давай подпиши. Я не хотел подписывать никакой контракт. However, I knew that if Quentin knew that I wasn't signing a contract, Квентин знал, что я не подписываю контракт. the first person to know about it Первый человек, который узнал об этом, would be his mother. была его мать. They talked a lot and gossiped a lot. Они общались очень много и сплетничали тоже немножко. So I had to weigh up the trouble to myself of signing this contract or dealing with Mary Sue. I signed the contract. И мне, you signed the contract. Yes. И мне пришлось общаться с Мэри Сью, и я передо мной был помещен в такую ситуацию, что мне пришлось подписать контракт. How Quentin and LRH came to have a not good relationship, I don't know. Как Квентин и ЛРХ разошлись в своих отношениях, я не знаю. But it became a bit ugly, and Quentin was assigned to the rehabilitation project for us. And Quentin was assigned. He was sent to the rehabilitation project for us. И Квентин, я не знаю, опять, как это случилось, что они разошлись, но это выглядело не очень хорошо, и Квентин был отправлен на реабилитационный проект. I thought that was cruel. Я думал, это было немного жестоко. He was just a very gentle, loving, sweet person. Он был очень добрый, любящий, мягкий человек. A very good auditor. Очень хороший аудитор. With a very individual style. С очень индивидуальным стилем. And he was a Hubbard. И он был Хаббардом. It must have been very, very, very hard for Quentin. Это должно было быть очень тяжело для Квентина. As to how he died, I don't think there's any doubt that he committed suicide. И то, как он умер, у меня нет сомнения, что он покончил жизнь самоубийством. There have been people who said that Quentin was homosexual. Были какие-то слухи, что он был гомосексуалистом. If it's important, I don't think it's true. Если это важно, я не думаю, что это правда. He was not macho. Macho. He was not. Он не был мачо. He was in his late teens. Он был в своих поздних
18-19 лет. And during that period, there are a lot of men, or young men, who are not real sure about where they stand and they want to explore things. I think that's very natural and very common. И он интересовался разными вопросами, когда он был подростком, подходил 20 лет. Quentin could be a little bit effeminate, yes. У него были какие-то женственные стороны, да. But I don't think his life was going in the direction of being gay. Но я не думаю, что его жизнь следовала куда-то не туда. He was, to a large extent, subject to circumstances that were way beyond his control. Он был в каких-то таких обстоятельствах, которые не поддавались его контролю. Being Herbert's son, И будучи сыном Хаббарда, and he chose the way out that he chose. и он выбрал путь выхода, такой, какой он выбрал. For I did not know him, I wasn't really a friend of him. Я не был его близким другом. I was too old. Я был стар. But I remember him fondly. Но я хорошо о нем помню. And with a lot of respect. И я помню о нем с уважением. We lost a very good being. Мы потеряли очень хорошее существо. But not for long. Я думаю, ненадолго. А еще пару вопросов. Я этот вопрос не понимаю. Следующий вопрос. Дорогой Кен, что вы можете сказать об уровнях АТИ, продолжении моста капитана Билла Робертсона? What can you say about the levels of tea by Captain Bill? Very little. Очень немного. I have looked at some of the materials many years ago. Много-много лет я посмотрел на некоторые материалы. I have to say, first of all, that whatever anybody else does, if it reads for you, if it gives you TA, if it brings you to cognition, FN, VGIs, if it brings you up the tone scale stably, go ahead and do it. И все, что я могу сказать, если вам это подходит, если вам это дает, улучшает ваше состояние, получаете плавающую стрелку, повышаетесь по тону, занимайтесь этим. What I saw of the materials didn't appeal to me personally. Лично для меня это не очень приглянулось. But I was already on a path that suited me very well. Но я уже был на пути, который мне подходит. And I'm just always very happy when people get gains and are happy with it. Я всегда счастлив, когда люди получают победы, успехи. I have no objection whatever to Captain Bill's bridge. Никакого у меня нет противонамерения по отношению к мосту капитана Билла. And I certainly acknowledge that what he put together in terms of material. И я, конечно же, согласен о том, что то, что он создал, and activity в плане материалов и действий, is a very outstanding accomplishment. Очень-очень важное достижение. And that I always respect. И это я очень уважаю. А вот еще вопрос. Встречали ли вы в этой жизни реинкарнированных саентологов? Did you meet in your life reincarnated Scientologists? Yes. Да.
каково было общение между ЛФХ и Мэри Сью? What was the communication like between LRH and Mary Sue? That changed and varied, developed over time. Оно изменялось в течение времени. I saw them. I shared their life fairly intimately when I was in the household. Я был очень близок к ним. And as far as I didn't look at everything, of course, but as far as I could see, they were a pretty happily married couple. Конечно же, я совсем все не знал о них, но чтобы я мог сказать, что они были очень счастливы вместе. With a stable family life. Стабильной семейной жизнью. They had separate bedrooms. У них были раздельные спальни. Very often when I took LRH's cup of chocolate first thing in the morning, or when he got up, which could be any time of day. Я приносил горячий шоколад Рону, и это могло быть в любое время дня и ночи. I'd come up the stairs towards the bedroom. Я подходил к спальне. And out of his bedroom would come Mary Sue in her white negligee. И Мэри Сью оттуда иногда выходила в ночной рубашке. And she'd run to her bedroom. И бежала в свою спальню. They related also at that time as executives. Они также были на руководящих постах, и у них были отношения рабочие. I didn't see too much of that, except that there were times when it came up at the table when they were having dinner. Я не очень видел их общение как рабочие, но иногда только случалось. Sometimes not happily. Иногда не очень по-доброму они обсуждали какие-то рабочие моменты. Very irritated at him. Иногда она была очень раздражена. And usually, if that happened, it wasn't very often, she would just generally end it. Somehow she would just stop the whole cycle and they'd talk about something else. Это было очень редко, когда она очень о чем-то спорила с ним, но она, если такое бывало, то она могла это закончить и начать новый цикл. On the ship, they had separate suites on the ship. I don't know what the 2D was like. I have no idea. You know what it was like? The 2D. Я не знаю, какое у них было 2D. На корабле они тоже были вместе, у них тоже были разные каюты. But I would say, from what I saw, that the relationship was more to do with their respective positions in the organization. Их отношения также были связаны с тем, какие у них были отношения в организации относительно друг друга. There was nobody who ever worked as hard as Mary Sue did for Ron. Я никого не знаю, кто бы работал так же много, как Мэри Сью для ЛФХ. Or for as long. И так же долго. They worked closely together. Они работали очень близко друг с другом. When Mary Sue was overwhelmed, когда Мэри Сью как overwhelmed? Ну, overwhelmed, как-то еще было. Когда Мэри Сью была, уставала. when things got too much for her on her guardian post. Когда у нее было много работы на ее посту гардиана, she would rush up to the door of his office. His office? Yes. Она, когда она
была очень перегружена работой на своем посту, она подбегала к двери Рона. And she would say, "Okay, I resign." Хорошо, я увольняюсь. And run back to her office. И бежала обратно в свой офис. He would call her in, shut the door, and they'd talk about whatever was going on. Он ее тогда звал обратно, закрывал дверь, и они обсуждали то, что происходит. And she'd come out a few minutes later, И через несколько минут она выходила, smiling and laughing. улыбаясь и смеясь. In later years on the ship, Поздние годы на корабле they just seem to go a little bit slightly different ways. они немного расходились во взглядах. He lost confidence in the GO. He lost some confidence in the GO. What's GO? The Guardian's office. Excuse me. В более поздние годы он потерял веру в офис охраны. And he once told me И однажды он сказал мне, that he had set up a relationship with his own law firm. и он сказал мне, что он оформил отношения со своей собственной юридической компанией, Separate from отдельной, the law firms that the Guardian's office, were using. абсолютно отдельной от юридической фирмы, которую использовал офис охраны. That was, to me, an indicator of the beginning of an end to something. Для меня это выглядело как начало расхождения, или то, что вело к расхождению. And I was very, very sorry to hear it. И мне было очень-очень грустно это узнать. However, I never ever got between them. Но я никогда не был между ними, не скрывал их личные отношения. I said nothing. Я ничего не сказал. In later times, after he left Florida, I was not in a position to see how they related, but I heard information which I can say I think to be true. После того, как он покинул Флориду, я не очень много знаю об их отношениях, но кое-что я знаю. Some of it I heard from David Mayo, whom I trusted. Кое-что я слышал от Дэвида Мэйо, которому я доверяю. The general situation around the Commodore and his comm lines was that the messengers filtered all communication to him. В общем, Рон получал всю информацию через посланников. Now, when Ron got his communications, in my day there was always in writing. Когда Рон получал информацию, и в то время это всегда было написанным, He might read something that got him very angry. и иногда он читал что-то, и это его очень-очень сильно расстраивало. He might get very angry that the thing had come to his desk. Он очень-очень сердился на то, что он получал. So he could be angry with the filter. Could be angry at? With the filter, people doing the filtering. Он, может быть, был очень рассержен на тех людей, которые фильтровали эту информацию для него. This fact in itself gives the people who are filtering the traffic a great deal of power. И в таких случаях люди, которые фильтруют информацию, получают очень-очень большую власть. Because they can put stuff on his desk which makes him angry. Потому что они могут положить на его стол любую информацию, например, то, что рассердит его. That makes him angry at somebody else. Или он будет рассержен на кого-то еще. And therefore,
not angry with the filter. И не сердитым на тех людей, которые фильтруют эту информацию. One day he issued an order to Mary Sue. Как-то он издал приказ Мэри Сью, telling her to handle the legal situation in the United States. Приказ, который говорил ей заниматься вопросами, so that he would not be liable to suit, to have cases brought against him. Заниматься вопросами судами таким образом, чтобы он не имел к этому никакого отношения. Why he did this, I do not know. А почему он это делал, я не знаю. In the United States, it is constitutionally impossible. В Соединенных Штатах конституционно это невозможно. Anybody can sue anybody for anything. Любой человек может подать в суд на любого. She responded to tell him that. Она ответила ему этим. The filter got her response and said, look, Mary Sue has counter-intention. Те люди, которые фильтровали эту информацию, сообщили ему, что у Мэри Сью иное намерение. She is refusing to comply with your order. Она отказывается подчиняться твоим приказам. In the resulting explosion of anger, he said things that the filter could write down. Он рассердился, конечно же, и покричал, поругался, и в то же время фильтрующий человек записал все, что он кричал. And go out and say, LRH orders this and that. И записал, что ЛРК приказывает это и это. And that's how the CMO got her. That's how Miscavige got Mary Sue. И это таким образом посланники Мискевич добрались до Мэри Сью. And unfortunately, we have to acknowledge that LRH set his working lines up that way. И, к сожалению, ЛРК установил свои коммуникационные линии таким образом. In the late 70s, the federal government charged Mary Sue and several other Guardian's Office people with crimes. В поздние 70-е федеральное правительство подало иск на Мэри Сью и несколько других человек из Охраны. One of the first things that LRH did, одно из первых, что ЛРК сделал, by this time he was in seclusion in California. В это время он был в одиночестве в Калифорнии, в уединении. He sent me a handwritten order. Он прислал мне написанный его рукой приказ. To gather together and send to him. Собрать вместе и отправить ему. The policies or issues or orders that he had given. Все документы, приказы, которые он давал. That prohibited. Которые запрещали. The activities that led to the charges. Которые запрещали любую деятельность, которая привела к судебным искам от правительства. Now I can understand that he wanted to protect some part of his position in the structure of the church. Я понимаю, что он хотел защитить себя, свою позицию в структуре церкви. But he did it in such a way. Но он это сделал таким образом, as to tell me, таким образом, что сказал мне, in my interpretation of what he was doing, конечно же, в моем понимании, that he was covering his ass. Таким образом, что он прикрывал себя at the expense за счет of his own wife. Своей собственной жены. And that was a very hard thing for me. Это была для меня очень тяжелая вещь. I still don't like it. Мне до сих пор это не очень нравится. So I have to say that I think their relationship degenerated over the years. Я бы сказал, что со временем их отношения
немножко разошлись. Which is a great shame. Это очень жаль. But it happens. Но такое случается. It's fine with me. У нас осталось 5 минут, поэтому, у нас будет еще одна лекция, и там тоже можно будет задавать вопросы. Вот вопрос еще. Кен, как вы считаете, в чем была ошибка ЛРХ в отношении церкви, если она была? What do you think was LRH's mistake regarding the church, if there was one? I don't think there's a single easy answer. Я не думаю, что есть простой ответ. I think to look at it very analytically, Если мы посмотрим на это аналитически, I would have to say that on LRH's part, я бы сказал, что ЛРХ there had to be a certain amount было какое-то of personal ethics. его собственная вне этика. The primary manifestation of that would be, in my opinion, Первое проявление этого было, is that he set up all of the organizations that he created то, что он создал все организации, которые он создал, to not point out to him так, чтобы они не показывали на него, any personal ethics on his part. не показывали на него любую вне этику. In the earliest days that I knew him, in the 60s, В ранние дни, когда я его знал, в 60-х, he was very approachable. до него очень легко было достучаться, дойти. But he had tremendous altitude. Но у него была огромная высота. So it was not easy for anybody to go to him and say, you're making a mistake. И это было очень непросто подойти к нему и сказать, ты ошибаешься. I have to say, he was such an up-tone person. It was a hard thing for anyone to think of, to go to him and say, well, you're making a mistake, because he was doing so much that was right. И это было очень трудно подойти к нему и сказать, ты ошибаешься, потому что он столько много всего делал правильно. But after he set up the Sea Org, Но после того, как он организовал морскую организацию, he certainly created an authority about himself. он, конечно же, создал такой авторитет в виде самого себя. And part of the culture of the Sea Org was never to question LRH's authority. И частью этого было то, что не задавать особенно никаких вопросов I remember ЛРХ самому, не обсуждать его приказы. one occasion when I did inadvertently. Я помню один случай. I was not long on the ship Я недавно был только на корабле. when I was his principal communicator on the ship, not yet personal communicator. Я был его принципиальным коммуникатором на корабле, еще не был личным коммуникатором вообще. Some electrical circuit in his office went out. Какая-то электрическая проблема была у него в офисе.
And of course he wanted to know why. Wanted to know why. И, конечно же, он хотел знать, почему. Okay, so they found out why. It was some switch had been corroded on the deck above that affected the supply in his office. И мы нашли, почему. Какой-то переключатель на палубе выше над его поржавел. Okay, why is it corroded? Хорошо, он хотел знать, почему он поржавел. Well, then he finds out because they're cleaning the decks in the morning with salt water. И он узнал, что они чистят палубу соленой водой. He got just furious at this stupidity. Он очень сильно разозлился из-за этой глупости. Well, I had to investigate who was responsible. И мне пришлось расследовать, кто был. And during the course of my investigation, I found out that 6 months earlier, И я обнаружил, что 6 месяцев до этого who had blown up and got furious because they were so stupid, they were cleaning the decks with fresh water. тот, кто 6 месяцев до этого очень сильно рассердился на такую глупость, что палубу мыли пресной водой, Was the commodore. был Вархан. So I pointed this out to him, part of my investigation. Boy, he did not like that at all. Ему не понравились результаты моего расследования. So I learned I had to watch what I said. Мне нужно было следить за тем, что я говорил. So, but that was part of the culture. That was part of the culture that we all around him accepted. So we who were around him have our personal ethics. Это была часть культуры, которую Рон установил, но это также часть того, что мы приняли, и в этом есть такая же наша ответственность. There were truths that we did not dare to tell him. Было что-то, что мы не набирались храбрости сказать ему. Who knows what might have happened if we done. И кто знает, что было бы, если бы мы могли это ему говорить. When he first made me LRH-Com at St. Hill in 1965, Первый раз, когда он меня сделал своим коммуникатором, he did say to me, он сказал мне: part of your hat часть твоей шляпы, is to prevent me making mistakes. часть твоей шляпы — это предотвратить так, чтобы я делал ошибки. But when he set up the Sea Org, Но когда он организовал морскую организацию, he was no longer open to being told he'd made a mistake or that was making a mistake. он больше не был открыт для меня. There were a couple of things I tried to advise him about. Пару вещей, которые я советовал ему об этом, He took no notice. он не обратил на это внимания. One of them was he got very interested in the book Effective PR. Первое, то, что он очень заинтересовался книгой «Эффективное ТУ», which outlined techniques of PRing people to think a certain way or act a certain way. Was it PR? Yes. Эффективное PR. Right. И он обнаружил там какие-то техники, которые ему понравились. And I said to him, he was talking to me about using it on the crew, and I said, sir, if you start doing this with the crew, they will see what you are doing, they will observe it, and they will learn to do it on you. И он хотел использовать эти техники PR на команде корабля. Но я сказал, если ты будешь это использовать, они выучат это, и они будут это использовать на тебе. Well, I don't have to be right, but they did. Я не должен быть правым, но они это делали. And my job got a lot more difficult. И моя работа стала гораздо сложнее. One of the things I had to do was to filter all of the traffic that came to him day by day. Часть моей работы была фильтровать то, что приходило к нему каждый день. And very soon the game became И очень скоро эта игра стала
writing a report to the Commodore. Писать отчеты командору, which he would write on the corner, right here. He would write, "Very well done, love, run." на уголке этих отчетов он писал: очень хорошо сделано, с любовью, Рон. And that became the most important statistic on the ship. И это стало самой важной статистикой на корабле. У нас еще будет возможность пообщаться с Кеном позже, в перерыве, и будет еще одна лекция, тоже можно будет задать вопросы. Спасибо. Окей. Большое спасибо Кену за потрясающий рассказ, за волшебную историю. And thank you very much again for your lecture. Окей, сейчас мы объявляем, что такое? Объявляем перерыв на чай и кофе до 12 часов. Now we have a break for tea and coffee till 12:30. И затем у нас начинается выставка, которая продлится до половины второго. Then we will have an exhibition that will last till 2:30. С половины 1:30. С половины второго до половины третьего у нас обед. From 1:30 till 2:30 we will have lunch. А затем у нас будет лекция Эрики Хауэр. And then we are waiting for you here for the lecture of Erika Hauer. Спасибо. Thank you. He'd then start examining the folders, and while doing so, he'd tell me what he was looking for, what he was finding, and what he was doing about it. Когда он просматривал эти папки, он мне говорил, что он находил, что он видел и как бы он что исправлял. I didn't see him do anything or say anything that wasn't already in a bulletin or tape or book. Я не видел ничего такого, чтобы он делал, чтобы не было в бюллетене, в книге или еще в каком-нибудь документе уже известном. Or that he didn't write up on the spot for the CS series of HCO bulletins. Или что-то, что он бы написал тут же в бюллетене. What a joy it was to see Ron in his element, brilliantly demonstrating his mastery, his virtuosity, and his generosity of spirit. Для меня это была очень большая радость видеть все мастерство Рона в его работе. He was generous not only in giving each and every PC the benefit of his knowledge and experience, Он был очень великодушен в своей работе приквиром, but in bringing the erring auditors and CSs to better understanding of what they were trying to accomplish, и также старался довести до аудиторов и до прессов, but going wrong here and there. которые иногда ошибались, и он хотел показать им, что нужно исправить. He was never slow in taking an auditor off a case or off auditing. Он никогда не колебался убрать аудитора с кейса или исправить его работу. But he was always very pleased and heartened when a corrected auditor came back into the line and sent him a flawless session. И он всегда очень радовался, когда исправленный аудитор возвращался к своей работе и присылал ему безошибочную сессию. He delighted in turning around a case from miserable to happy. Ему очень нравилось видеть кейс, улучшение кейса от несчастного до победы в кейсе. He put a lot of thought into the correction of auditors and CSs, just as much as he put into the straightening out of a case in difficulties. Он посвящал много времени работе исправлению аудиторов и кейс-супервайзеров, так же, как и
исправлению и улучшению самих приквиров. He delighted in the wins of both. Ему очень нравились победы обоих. On one occasion, he gave me a look, smiled wickedly, and silently held up the first page of a cramming order. Как-то он улыбался очень загадочно и показал мне листочек. It showed a full-page drawing of a pair of rabbit ears. Это был приказ на креминг, усиленное обучение, и на этом листочке были заячьи уши. That auditor will remember it the day he dies and beyond. Этот аудитор запомнит это надолго. And he will remember the very clear, very firm, but very kindly intent in that communication. И он запомнит, что там было очень хорошо, и это будет ему очень понятно. Of course, behind the page with the rabbit ears was the text of the cramming order. Ну, конечно же, с другой стороны страницы с заячьими ушами был текст того, что ему нужно было исправить. For LRH, technical deliverers dedicated to their calling truly are a brotherhood. Для ЛРХ люди, занимающиеся технологией, действительно братство, которое посвящает себя улучшению. I have known CSs who operated with very bad temper. Я знал некоторых КСов, у которых был очень плохой темперамент. LRH, of course, often got very angry when he saw violations of technology. ЛРХ тоже был иногда очень сильно сердился, когда он видел какие-то нарушения. But he dealt with his anger before communicating with his auditors. Но он справлялся с собой, с тем, что он сердится, до того, как он общался с аудиторами или с КСом. I want anyone to know that in the periods I observed him CSing, during the time in which he began and wrote most of the CS series, Я наблюдал его, когда он КСил. I saw a virtuoso at work who was as sharp as a pin, who was ruthless in pulling his auditors and CS standards up closer to his own. Я наблюдал, как он делал свою работу, я видел, как виртуозно он это делал, как точно это он делал, и хотел довести КСов и аудиторов до такого же умения, как у него. And who did all that with admirable efficiency and efficacy. И он делал это с восхитительной эффективностью и действенностью. But he also did it from a place of extremely generous and happy kindness. Но он это делал также с большим великодушием и добротой. There is nothing here that will be any surprise to a trained technical person. Я ничего такого сейчас не расскажу, что будет большим сюрпризом для обученного технического терминала. I tell the story only to point out that at his very best, LRH CS'd with a mastery of the work that allowed him to express his great love of the subject and of what it could do for beings, and to express his great love and respect for those who strive to be as good at it as he is. Я только хочу рассказать о том, как мастерски он выполнял свою работу с большой любовью, и хочу выразить свою любовь и уважение тем, кто посвящает себя этой работе. I'm sure there is much in Ron's org that he'd be very proud of, especially in your training of auditors. Я уверен, что в нашем Ронс-орге много такого, чему мы очень рады, и в особенности обучению аудиторов. I, as an auditor, have had a little experience of Max's CSing, and that little bit immediately showed me that he and LRH would have worked very well together. Я совсем немного, очень мало поработал с Максом, но то немного, что я видел, я уверен, что Макс и ЛРХ очень хорошо бы работали вместе. With your permission, I will now briefly address an aspect of technical delivery
that is largely based on my own observation and viewpoint, although I do have an LRH reference to back me up. Я теперь немного расскажу о своем собственном мнении, свои собственные взгляды о техническом предоставлении. Хотя, конечно, у меня есть ссылки на ЛРХ. I don't think that what I'm about to say will be strange to you, but it is not generally spoken of too much. Often that which is understood without being openly acknowledged is all the better for being openly affirmed. Я сейчас немножко хочу рассказать о том, что известно, но не очень широко. И часто то, что мы понимаем без открытого подтверждения, хорошо бы все-таки подтвердить. My premise begins with the notion that a PC comes into session with the purpose of being very kind to him or herself. Мое предположение начинается с идеи о том, что преклир приходит в сессию с целью быть добрым к самому себе. The action of obtaining an auditor who puts one in session in order to bring one to case gain is a flow zero, self-to-self activity. Действие по обретению аудитора, который помещает человека в сессию для того, чтобы он получил успехи в кейсе, это поток ноль, то есть действие самого себя по отношению к самому себе. We're talking here about PCs in the free zone, not those in the church. И мы, конечно же, говорим о преклирах свободной зоны, не о преклирах церкви. Oh, not necessarily. Не обязательно. The auditor then is performing the kind act of facilitating the PC's flow zero of kindness. И аудитор тогда осуществляет помощь PC в этом нулевом потоке доброты. The CS facilitates the PC's flow zero and the auditor's flow one. И КС помогает преклиру с этим нулевым потоком и аудитору с потоком 1. Cramming supports the CS, the auditor, and the PC, or student and supervisor. Усиленное обучение помогает КСу, аудитору и преклиру, или студенту и супервайзеру. You can look at it as a coordinated flow of kindness towards the PC, who is being kind to himself by receiving the coordinated flow. Мы можем наблюдать скоординированный поток доброты в отношении преклира в данном случае. It strikes me as a beautiful theta flow, and I respectfully bow to LRH's genius in conceiving it. Для меня это выглядит как прекрасный поток теты. Я с уважением отношусь к ЛРХ за его гений в этом. Sorry. Let us look a little more closely at the role of the auditor in this flow. Давайте посмотрим на роль аудитора в этом потоке. LRH voiced high regard for the auditor, and of course he is right. What is it about the auditor's role that is so worthy of high regard? ЛРХ говорил о большом уважении к аудитору, и, конечно же, он прав. Ну что такого, почему мы должны так уважать роль аудитора? The auditor goes into session with an attitude that he has no attitude except that he is willing for the PC to be, do, have, originate anything whatever in the session. Аудитор приходит в сессию с позицией, что у него нет никакой позиции, кроме того, что он готов сделать для преклира, чтобы он был, делал, имел или оригинировал то, что он оригинирует в сессии. He is willing and ready to do whatever he has to do to get the PC to run something and to complete the cycle to cognition, FN, VGIs. Он готов делать все возможное для преклира, для того, чтобы закончить цикл до озарения, плавающей стрелки и ОКП. He wants to help the PC arrive at a better place by the end of the session than where the PC began at. Он хочет, чтобы преклир прибыл к лучшему месту в конце сессии, чем... In order to achieve these things, the auditor self-determinedly chooses to have no thought for his own needs or issues as an individual,
but to put them aside for the sake of the PC's real and lasting spiritual benefit. И для того, чтобы достичь этого, аудитор выбирает делать все для преклира, и свои собственные нужды он откладывает в сторону. The auditor has put himself through an arduous course of training in order to learn to apply the strict discipline of auditing. Аудитор через тяжелое обучение для того, чтобы выучить технологию, применяет дисциплину аудитинга. That discipline is based entirely on the need and desire to put the PC first above all other things while in session, and to put the auditor's personal needs last. Эта дисциплина включает в себя полностью желать того, чтобы преклир в первую очередь выше всех остальных вещей достигал того, чего он должен достичь, и потом уже нужды аудитора. To my mind, this is plainly and simply an act of saintliness. Для меня это проявление святости. You'll notice that I say nothing of sainthood. Вы заметили, я не говорю ничего о святости. We don't want auditors to start thinking too much of themselves. Мы не хотели бы, чтобы аудиторы думали слишком много о себе. The brightness of the auditor's halo might distract the PC. Светящийся хало над аудитором может немножко отвлечь преклира. And it might add complexity to the jobs of the CS cramming officer. И может добавить немного трудностей для КСов и крейминг офицеров. LRH was well aware of this in the earliest days of auditing. In Dianetics, the original thesis, he lays out the first auditor's code, and he observes of it, quote, "The code is almost Christ-like." Unquote. ЛРХ знал об этом, и в первые свои дни аудитинга в Дианетике, в изначальных тезисах, он предложил первый код аудитора, и он следовал ему. Код почти как у Христа. In one of that early auditor's code clauses, he begins, quote, "The auditor must be kind," unquote. В одном из предложений из аудиторского кода он говорит, что аудитор должен быть добр. I urge all connected with auditor delivery and quality to bear in mind that they're supporting a saintly activity, the immediate burden of which is borne mostly by the auditor sitting across from the PC and having the courage to say, "This is the session," and to devote himself or herself to guiding the PC's flow zero kindness to a good outcome for whatever situation is to hand. Я настаиваю, чтобы все, кто как-то связан с предоставлением технологий и качеством, помнили о том, что они поддерживают эту светлую, можно так сказать, активность и ту ношу, которую аудитор накладывает на себя после того, как он говорит, это сессия, и посвящает себя работе с преклиром и нулевому потоку доброты. I emphasize also the extreme advantage of the skilled CS in guiding the auditor. Я также хотел бы утвердить действительно огромную пользу от обученных КСов для аудитора. The skill of all technical support personnel in tech, qual, and ethics is always essential. Также очень важны знания, умения всего технического персонала, технологии, квалификации, этики. Bearing all this in mind and acting on it as circumstances allow or demand can only help auditors become more effective facilitators of the PC's flow zero kindness. Помня обо всем об этом и применяя то, что можно применить в данных обстоятельствах, мы можем только помочь аудиторам быть более эффективными для того, чтобы они добивались этого нулевого потока доброты.
I have one other major point to make that I believe concerns all of us involved in delivery. У меня есть еще одно замечание, о котором я хотел бы поговорить, которое касается всех нас, кто занят предоставлением технологий. I am again speaking of my own observations and opinions, and although I never try to speak for Ron, I have reason to believe that he would have made himself very familiar with what I'm going to say, were he operating today as he did up to the early 70s and sometimes later. То, что я хочу сказать, это, конечно же, из моих собственных наблюдений, это мое собственное мнение. Я никогда не говорю за Рона, но у меня есть причины верить, что он бы тоже хотел бы познакомился бы, о чем я буду сейчас рассказывать, если бы он работал сейчас. In Dianetics and in the HCOBs that he wrote about assists, illness and injury, and in the purification materials, LRH has many things to say about the body and the body's biochemistry. В Дианетике и в различных бюллетенях, в которых он говорит об ассистах, болезнях, травмах и материалах по очищению, ЛРХ говорит много вещей о теле и биохимии тела. There is a lot more known of this subject now than there was when LRH passed on. Сейчас намного больше известно на эту тему, чем в те времена. The information, in my opinion, can affect how one addresses the PC, the auditor, or anybody being audited, trained, or crowned. Я думаю, эта информация может повлиять на пеклира, аудитора или любого человека в технологии. I don't know how it is with you now, but in my young days in Scientology, Я не знаю, как сейчас с вами, но в мои ранние дни в Саентологии, and through most of my time in it until 1982, we encouraged ourselves to regard the body as a lump of meat. но в мои ранние дни в Саентологии и все время до 1982 года мы вдохновляли себя отношением к телу, что это всего лишь кусок мяса. I believe that this attitude was not only wrong, but harmful, and this is why. Я верю, что такое отношение не только неправильно, но и вредно. И сейчас я расскажу, почему я так думаю. Recent research has indicated that there is a level of awareness within the body that is independent of what we in Scientology think of as the Thetan, an immortal being connected with and operating the body. Последние исследования показывают на то, что есть уровень осознания в теле, который независим от того, что Саентология называет тетаном, и это существо, связанное, бессмертное существо, связанное с управлением телом. In his book, The Biology of Belief, Bruce Lipton tells us that every cell in the body has its own brain, situated in the cell membrane. В своей книге «Биология веры» Брюс Липтон говорит о том, что каждая клетка имеет свой собственный мозг, который находится в клеточной мембране. The cell brain monitors what goes on inside the cell and around it in order to maintain the health and well-being of the cell and to ensure that the cell is producing its product. Этот мозг мониторит то, что входит в клетку, выходит, то, что происходит возле нее, и следит за тем, чтобы поддерживать здоровье и хорошее состояние клетки и производить продукт. Now, if the cell brain can tell the difference between what is good or bad for the health of the cell and the difference between a good product and an overt product, you can't tell me that the cell brain doesn't go up and down some form of the tone scale. И так как этот клеточный мозг может различать, хорошо или плохо делаются клетки, может различить между продуктом и оверпродуктом, вы не можете мне сказать, что этот клеточный мозг не поднимается или опускается по чему-то подобному шкале тонов. If our cells have the urge to survive in health and are happy to be unhealthy, perhaps we should take great care in how we help or hinder
all our 3 trillion or so cells in their flow zero kindness. Если наши клетки имеют необходимость выживать и иметь здоровье, и быть счастливы или несчастливы, мы, возможно, тоже должны помогать или не помогать в этом нулевом потоке доброты. I'll have more to say about cells health in just a bit. Сейчас я расскажу немного больше про здоровье клеток. The second book of great interest to me is called Change Your Brain, Change Your Life by Dr. Daniel G. Amen. This doctor uses a type of brain scan. Its acronym is SPECT or SPECT. Вторая книга, которая мне очень нравится, эта книга называется «Измени свой мозг, измени свою жизнь», написанная доктором Даниэлом Аменом. Этот доктор использует сканирование мозга, которое называется SPECT. That shows what areas of the brain are most active when the person is concentrating, that is, directing the brain to perform a cognitive function necessary for some task. Это сканирование показывает, какие части мозга более активны, когда человек концентрируется, направляет мозг в познавательные функции, необходимые для выполнения каких-либо заданий. Of course, he is scanning the brains of people in one kind of misery or another. И, конечно же, он сканирует мозг человека в одном несчастье или в другом. The fascinating finding by Dr. Amen is that overactivity in certain specific parts of the brain will cause the individual to manifest certain kinds of behavior. Наиболее восхитительная находка доктора Амена – это то, что повышенная активность в каких-то частях мозга влияет на то, как человек ведет себя. The excitement or inflammation of, say, the dominant temporal lobe will force the person willy-nilly to manifest anger and aggression. Например, возбуждение или воспаление, какая-то часть, височная часть мозга будет заставлять человека проявлять агрессию, злобу. Other inflamed brain parts can cause depression, compulsions, or obsessions. Какие-то другие части мозга могут приводить к тому, что человек выражает депрессию, компульсию, одержимость. They can detect how a person relates to those around him, as well as influence how he thinks he should relate to himself. Это может диктовать то, как человек относится к тем, кто находится возле него, и влиять на то, как он относится к самому себе. But Satan really needs to be aware of these things. How easy it is for us to feel the influence of an inflamed brain part and say to ourselves, "Oh, I am so whatever today," when it's not me at all, it's some cells in my brain. Тетан должен знать о таких вещах, как легко он может почувствовать влияние какой-то возбужденной части мозга и с легкостью сказать: «Я чувствую себя так-то», и тогда это не я вообще, а какие-то клетки мозга. We can even take these feelings into session to audit them. Мы даже можем взять эти чувства в сессию и проаудитировать их. One more book I want to call your attention to is The Ultra Mind Solution, Fix Your Broken Brain by Healing Your Body First, by Dr. Mark Hyman. Еще одна книга, которой я хочу привлечь ваше внимание, это «Ультрамозг. Решение. Исправь свой сломанный мозг, влечь исправлением своего тела сначала». Доктора Хаймана. Dr. Hyman's argument is that many independent tests are now showing Доктор Хайман говорит, что много независимых тестов показывают, that the brain and the body are in constant two-way communication. То, что мозг и тело находятся в постоянном общении друг с другом. That any adverse condition in the body immediately impacts the brain adversely, and vice versa. Это то, что любое плохое состояние тела
сразу же сказывается на активности мозга и наоборот. C. That we live in a world which constantly affects the body and thus the brain. С. Мы живем в мире, который постоянно оказывает влияние на тело и таким образом на мозг. D. That if we don't take steps to keep our bodies healthy, we will suffer from sickness in the body and damage to the brain simply because we exist in a world rather full of toxicity. Д. Если мы не будем поддерживать наши тела здоровыми, мы будем страдать от болезней тела и тем самым влиять на мозг, просто потому что мы живем в мире, который полон различных токсических веществ. E. That many toxins absorbed by human beings affect the brain directly and immediately. Много токсинов, которые люди поглощают, имеют влияние на мозг сразу же. F. That we have to guide and discipline ourselves in the direction of body and brain health. F. Нам нужно действительно уделить внимание дисциплине в отношении самих себя, по отношению к телу и мозгу. Dr. Hyman states that there are 7 keys to maintaining or restoring body and brain health. Доктор Хайман говорит, что есть несколько позиций, которых он бы хотел отметить. Вот они. He says we must 1. Optimize nutrition. 2. Balance our hormones. 3. Cool off inflammation. 4. Fix our digestions. 5. Enhance detoxification. 6. Boost energy metabolism. And 7. Calm the mind. Вот эти замечания, то, на что мы должны уделить внимание, согласно доктору Хайману. Первое. Оптимизировать наше питание. Второе. Балансировать гормоны. Третье. Понижать воспаление. Четвертое. Исправить нашу систему усваивания пищи. Пятое. Увеличить очищение. Шестое. Увеличить метаболизм. И седьмое. Успокоить наш ум. This book is about the vulnerabilities of the brain to deficiencies in each of these 7 keys, and how to manage each key in your life to get into and stay in balance for good health of body and brain. Эта книга о подверженности мозга и недостаточности в этих 7 ключевых элементах, с которыми мы сталкиваемся в жизни, и нам нужно балансировать их для хорошего здоровья тела и мозга. Now my point here is not to convert you to a particular doctor's approach, although I do recommend Dr. Hyman's. Я не собираюсь вас стать приверженцами какого-то доктора, но этого доктора я рекомендую. It may be that people with body and brain problems find that all of their difficulties resolve as they go up the runs or levels. It might well be so, and I'd be very happy if it is. Talking about OT level. So we have here in Sweden now we have OT levels up to OT 48, and in the church it was just up to OT level 8. So and this is the finish of the church bridge. So OT level 8, and that is. No, well we don't know. They have said that they have other levels. But it was during the car was there. The level was finished. I don't think so. I once asked Ellerate on the ship how many OT levels he had researched. And he said, I think it was 86. 86? Mm-hmm. Oh my God. Which year it was? That was in early 70s. Где-то в 70-х. Почему я спрашивала, как вот так получается? У нас в свободной зоне 48 уровней, а в церкви было всего 8. Он говорит, ну сейчас не хочу так идти. Нет, вот в момент, когда он упал. Да, там было 8, но когда я спросила Рафа, сколько он открыл уровней IT вообще, он говорил 68.
86. 86. Чего? 86. Чего? Ну, Кен как-то спросила Хаббарда, сколько вообще он открыл уровней IT. И мне уже как бы предоставлял как технологию, которую он знает. Он говорит, 86 он вообще обнаружил. Так что у нас еще впереди. That's what I meant, and that's what I thought that he meant. Спроси, может быть, невозможно на Земле получить выше 48? Он говорит, Антон нас... Он отвечал, что не знаком только. Антон asked if it's possible to go through all of them on the planet Earth. I don't know where they are or what they are. Ну, вот я не знаю, поскольку я не знаю, что это, о чем это, поэтому не могу сказать. I don't think we'll see them for a long time. We will not see them for a long I time. don't think we'll see them. Да, for a long time. Вообще, я думаю, что мы еще долго не видим. You mean it's future? Our future? This level? Possible. Our possible future? Well, I don't know. I just don't know what they're about or how they're done. But I think it's probably best that they're left alone for a while. Я думаю, что пускай они пока остаются так немножко закрытыми, там пока есть информация. It's very interesting. Идемте к ростовскому театру. Ну, сейчас, как начинаешь? Номер комнаты. Ну, вот сейчас есть некоторые положения на Земле, на планете. Ну, как бы таковое предположение, что что должно быть сделано? Группа Саентологии. В отношении The question is, человечества. there are certain conditions of human beings and certain condition of things on this planet Earth at the moment. And what do you think should be done on this planet in the nearest future? I addressed that question in one of the talks, but I don't think we're going to have time to do it. You addressed this question to whom? I have a talk scheduled. Ah, I had 3 talks scheduled, and that was going to be the subject of the 3rd talk. But I don't think we're going to be able to do the 3rd talk. okay, maybe you answered them now. So what I would suggest is that У меня есть этот вопрос в одном из топиков Лекции. Да, но я думаю, что мы до этого не дойдем, поэтому я сейчас вам расскажу. would be to seek out people in the community, which could be either local or global. Seek out. Находить. Select, notice, spot, target. То есть будут найдены определенные индивидуумы у нас в обществе, Who are working on solutions которые будут работать над решением, что делать, to выработать какую-то стратегию. very vital problems. Решение для очень серьезных проблем. Or any problem, doesn't matter. Ну или вообще для какой-то сложности, неважно. And simply say to the person, thank you for what you are doing. Can I help you? И просто, когда вы увидите этих людей, просто подойдите к ним, говорите спасибо за то, что они делают, и спросите, чем вы можете помочь. And then you do something. Ну тогда реально что-то нужно делать. And how we will find them? Okay. Ну как мы их увидим? Смотрите. So do you think it will be quite soon in the nearest future? Or even now? I think the planet is in a very desperate condition. Я думаю, что планета сейчас очень в плохом состоянии.
terms of mass or in terms of state of being? Both. Both? But we are definitely at risk. Спрашивают, ты имеешь в виду состояние места или состояние душевного состояния? То и другое. Шестая динамика. Тогда вопрос. Я имела в виду, что ведется некая спланированная работа для того, чтобы изменить ситуацию здесь. Или просто он имел в виду, что в принципе происходит, что в любом сообществе находятся те, кто чуть-чуть лучше большинства и начинают куда-то двигаться. Do you mean that there is a certain plan that is going to be implemented by using these special individuals who can make any solutions? Or it's just a normal situation when somebody is a little bit more able, more upstanding, just start to look around and see what happens and start to do something. Or it's a plan. I don't have a plan. I don't have a plan. I don't think there is a plan. Я вообще, говорю, не знаю. У меня, говорит, плана лично нет. Я не думаю, что это какой-то план. It's just individuals that start to... Individuals who act out of their heart. Я думаю, что это просто люди, которые действуют от своего сердца. One of the points I would make is that we know that there are organizations of criminals. They are in? We have organizations that consist of criminals. Criminals organize themselves. Ну, у нас есть организованная преступность. And they do things. They get things done. Criminal things. И они, в общем-то, справляются с вещами, они делают что-то с помощью своей организованности. Okay, so why don't decent, responsible people get together and organize and get things done? Почему тогда эти люди, которых чувство ответственности очень высоко, не могут организоваться и делать что-то? That's what I would like to see that. Я бы But хотела вот это видеть. in the absence of an organization, I would say to individuals, go out and help. То есть, когда просто мы видим, что у нас есть люди, которые что-то начинают делать позитивно и хорошее, почему не подойти и начать помогать им? Demonstrate that Scientology works. И то, что касается саентологии, нужно демонстрировать, что саентология работает. If you're working with somebody who is already active, responsible and active, and he sees that Scientology really helps him get his purpose done, then he's real happy. And he will say to other people who are trying to get things done, look, this worked for me. Ну, то есть, если, например, вы или кто-то другой действительно использует саентологию, получает успехи и помогает ему в достижении целей, почему мы, например, скажем другим, что да, вот смотри, вот я вот использую это работает. Да, здесь можно тоже очень свое. Еще он говорит, что тот, кто активный и ответственный для этих людей. Ну, то, что называется способность жизнеспособность. But when you said that there will be certain individuals who are doing something, did you mean that they are Scientologists or they can No, be... I mean out in the world. People are doing things about the climate, about ecology, about sane economics, about human rights. Yeah. Anybody who's trying to improve conditions. Что, когда вот ты говорил, что там определенные индивидуумы, которые начнут делать что-то, имел в виду, что это саентологи, группа, организации, нет, я вообще имел в виду, как бы это люди. Это могут быть люди, которые борются там за улучшение климата, экономики, за права человека, там работа с детьми и так далее. I think we should remember, for example, that every night when we go to bed in a comfortable bed, and we're warm and we're fed. All over the world, there are millions of people who go to bed and they're cold and they're hungry. Ну, надо помнить, каждый раз, когда мы ложимся спать в теплой постели сытые, мы помним, что в мире миллионы людей, у которых нет таких условий, они не накормлены, не находятся дома. Who is fighting for that? Ну, и то, как бы, The criminal organization, they're very effective in stealing money and stealing this and stealing that.
Ну, криминальные структуры, они очень эффективны в том, чтобы красть деньги, красть какие-то другие блага. They fight to steal. То есть они сражаются за то, чтобы взять. But not enough of us are fighting to help the people who are not helping themselves too much. Ну, и у нас достаточно много, и мы также можем объединиться и сделать что-то для людей, которые сейчас мучаются и сами могут помочь. Очень интересно, мне очень понравилось. Very interesting talk about individuals who just start to do something. They need help. They need support. And I think if we were to do that, we would find some individuals who didn't want us. We'd find some who might be a little bit interested. And some of them would say, oh, I like that idea very much. Please, would you help me do such and such? And if we can do that and get together and produce a little miracle, which makes the person real happy, then he's much better at doing his job, and he knows there's a resource, and he might become very interested in Scientology, and he might be telling other people, and they might become interested, and they'll tell other people who are doing things, because these people are interconnected. Ну, например, это очень интересная идея, потому что находить этих людей, которые делают что-то, и предлагать им помощь. Ну да, я хочу добавить, что когда мы находим таких людей, некоторые из нас могут, из них могут сказать, мне помощь особо не нужна, и там, допустим, если мы предлагаем какие-то инструменты саентологии, то нет, мне это не интересно. Найдутся те, которые скажут, о да, мне это интересно, давайте что-то сделаем, получится какое-то маленькое чудо, он будет более эффективным в тем, что мы делаем, мы расскажем другим людям эффективно, так у нас будет хорошее распространение, и в итоге эффективнее сама работа. Задай, пожалуйста, вопрос. Работает ли Кен с какой-то командой? Есть ли у него какой-то персонал, группа, или он представляет один? Do you work with some, do you have any staff, or do you have a group, some personnel, or you work like on your own? I've been working on my own. Я работал как сам сначала. But I would very much like to be part of the community again. Но я бы очень хотел тоже быть частью группы снова. Какие общества мы отличаем? Ну, community, то есть имеется в виду организация. Do you mean part of the community is like to be in the group or part of the society? Community of people who are using Scientology. То есть сообщество людей, которые используют Саентологию. Спасибо, почему он работал один? Why you have been working alone for a long time? I haven't been on my own all my life. I'm that kind of person. Ну, я просто так живу, я просто такой человек, я всю жизнь. Style of living. Yes, my early life. My early life was just put me on that track. My very early life. То есть очень рано в жизни я стала вот на такой путь самостоятельно. Можно тоже задать вопрос. Вот у меня аудитор, да, была Времени, они всей семьей в свое время начали обучаться в Саентологии. Там, значит, она была уже в состоянии могущества, ничего курса прошла, и там начали ее подавлять. И она стала уходить, а у нее дочь, в общем, дочь застряла там. Мало того, что она сама застряла, она очень развела родителей своих. Вот. Ну, может быть, это будет сложно слишком, это очень более концептуальный вопрос. Ага. Ну, когда вопрос... Не, просто... Значит, когда она ушла из этой Саентологии, у нее дочка младшая, она, ну, они всей семьей там, а потом вот Нина с дочкой и с сыном, ну, то есть двое детей с ней ушли, а двое там ушли, да? И у нее младшая дочка, она там напилась лекарств, может, у нее, в общем, это пишущий не порядок, но у нее шизофрения началась развиваться. В общем, там в больнице, в проселке, в общем, лежала в больнице. И потом, значит, что я хотела сказать, сейчас вопрос. Ага, сейчас. Вот. И очередной раз, когда она вышла из больницы, ну, смысл, когда очередной раз она вышла из больницы, у нее начали голоса идти. Убей свою маму, облей ее кипятком, убей свою маму. Вот это вот
это вот влияние, это вот хотят убить, ну, уничтожить аудиторов, редакторов, это вот что это такое? Нет, просто влияние плохое на аудиторов со стороны церкви, то есть подавление аудиторов можно так трактовать. Ты сама аудитор? Я только еще лично. Получается, как партнер или как аудитор? Нет, в целом просто давление на аудиторов, есть ли подавление вот на них, я так думаю. Общий вопрос. Как there's a long story. I'm just trying to find out the main clue and what is the question actually. Она может также получается. So the question actually is никто не знает до тех пор, пока дочка сама не разберется. Ася told the story about her auditor and the auditor's family. They started in the church. There will be a family of wife, husband and two children. Then they split it, somebody left the church and somebody stayed. And the question actually is that the church started to influence somehow to the daughter, to the mother who was an auditor. And trying to suppress the auditor who left. Whether it's possible to suppress an auditor? If the auditor agrees to it, yeah. If the auditor agrees, it can be suppressed. When you say suppress, what do you mean? What were they doing to the auditor? They что это делали? Вопрос был о том, может ли существовать телепатическое влияние. То есть телепатическое подавление на человека, например, телепатическое воздействие на дочь, которая могла бы влиять на telepathy influence through the daughter who can kill her mother. Is it possible that they can influence on a level of telepathy? Through family channels. Yeah. I would say it's probably very questionable. На самом деле под вопросом. Questionable. It's questionable. I doubt it. Это очень сомнительно. What they can do is to play on people's fears that will happen. Что они реально могут делать, это играть на человеческих страхах. Что происходит. Нет, он говорит, что если ты согласен с этим, то тогда на тебя могут воздействовать. Значит все, значит есть воздействие. Все. Именно вот через детей они хотели ее... Задай, пожалуйста, вопрос. Считает Кен, какой может быть, каким образом он, любые сообщества саентологов, по его мнению, могут и должны сотрудничать. В каком виде, да? Каким образом? То есть какая форма сотрудничества? What do you think will be the most effective and optimum way of being together for one org and for communities of Scientologists, maybe other communities of Scientology, maybe soul auditors? What will be, how they can cooperate with each other? In what way they can do it? What's the difficulty? Каково именно его представление? То есть как он хотел бы? Какова его точка? What is your point of view? How it should be? This way of cooperation between different Scientologists, organizations, just free auditors? Or through 8 dynamics? Yes. I think, first of all, we should all be willing to live and make mistakes. Прежде всего мы должны знать, что мы хотим жить, и мы можем делать ошибки. But we should trust our own integrity. Мы должны Целостность доверять себе and our instincts for self-preservation. и инстинкт самосохранения также. And, as the Buddha says, look into our hearts and follow our nature. И слушать себя, слушать свое сердце, следовать своей вере. While being willing to make mistakes. Being willing to make mistakes. Yes. Willing to learn. На своих ошибках. То есть учиться на своих ошибках и ценить их. Okay, so
follows one's heart and one goes to Captain Bill's Bridge. Another person follows his heart and he goes to the old church bridge. Another person follows his heart and goes to some who knows what. If we all do that, then we will all learn more and more, and hopefully make case gain. But whatever happens, we will learn. Oh, this is a good part for me, or this is not a good part for me. Whatever we learn is good. Experience is the goal of existence. Вообще, как я считаю, что если кому-то лучше подсказывать, что ему нужно мозг капитана Билла, он идет туда. Кто-то что-то на каком мосту, который в церкви, он идет туда, кто-то идет в свободную зону. То есть мы должны идти вот по своему желанию, куда мы хотим идти, получать свой опыт, делать ошибки. И самое главное, что мы получаем свой опыт, позволить там себе и другим получать свой опыт, свои ошибки. Потому что опыт — это, наверное, самая важная часть существования. И всегда думала, что сейчас у него есть какая-то цель. Do you have any goal at the moment that you would like to reach? At the moment? Yes, my goal at the moment is to get my personal ethics in the eighth dynamic. Да, моя цель сейчас — это восстановить этику, нужную этику по восстановлению. From that point, then I will know that any goal I choose for anything else И is. уже после этого я буду ставить какие-то дальнейшие Which? Что мы Другое состояние? очень широкое, очень широкое. No, tell me again. What's the question? Can you give some more information about your goal? You said that you would like to keep back your ethics on the eighth dynamic. Ну, просто понимание разных индивидуумов вернуться в этику в отношении восьмой динамики будет очень разное, потому что представление очень how it can be. So different individuals can understand this totally different. Oh yeah. Yeah, I agree. I think every individual should take responsibility for his own relationship with the eighth dynamic. Да, я согласна, что каждый человек, каждый индивидуум имеет свои отношения с восьмой динамикой. If an individual isn't interested in his eighth dynamic, it's fine with me. После если индивидуум не интересно, как вас помочь, We have to differ on that choice. But when you say that you said that your goal is to bring your ethics on the eighth dynamic, what do you mean? Reach a certain condition? Yes. Like power? Well, it doesn't have to be power. Normal would be just fine. But I'm talking about. It all depends on how you conceive the eighth dynamic to be for you. То есть это больше зависит от того, как ты видишь отношение себя и второй динамики. Что это для тебя? Ой, восьмой. Как ты ее воспринимаешь? And everybody has to be free to have their own conception. Каждый свободен иметь свое собственное понимание. My conception В моем понимании has a lot to do with responsibility. это очень тесно связано с ответственностью. And I know that I could be a lot more responsible on the eighth dynamic. Я думаю, что я гораздо более ответственным по восьмой динамике. And I regard that as an ethics situation. Я воспринимаю это как этическое состояние. Он считает такого путь просто. How do you see your Больше, чем так, конечно. just in general words? How do you see your way of moving to this? At the moment I'm working on the conditions. Но сейчас я прорабатываю состояние. And at the moment I'm liability. Сейчас я
Ну, это помеха, наверное, помеха. Before and after what? It's after doubt and before non-existence. После сомнения и перед существованием. Помеха, да. Just to find the correct choice. I think I'm trying to get into non-existence. I'm working on that. Я прошел, выбрался из несуществования. Да, мы это видим. We see, you hear. Hey, what was that? It was a joke. So you said that you just went out of non-existence, and Volodya says, yes, we see you here. That's very true. But thank you. May I ask another question? You told about relation between LRH and Marisio and what you see. And can you tell us what you see about relation between Хаббард and Хаббарда? What you see? And who? And Captain Neil Robertson during mission on ships and so on. Можешь нам рассказать об отношениях What you see personally? Хаббарда во время предания были вместе? Some episodes. Может быть, нет? Bill had great value to run in that he was, this is the first answer that comes to my mind, he was very capable at running the ship. Был очень способным в управлении кораблем. And at maneuvering the ship in and out of port. Sorry? Navigating the ship into a port and then out of it. То есть он очень удачно мог ввести порт и вывести из корабля. Before Captain Bill was aboard, LRH had to do that, had to be on the bridge supervising how it went into a port or came out. Nobody else could do it. Except LRH, yes? Yes. До капитана Билла только Хаббард мог поставить этот корабль в порт, а потом его выводить. Как он справлялся. That was a big load off LRH's plate. Ну, это был огромный кусок ответственности, время, которое там снял. And when Captain Bill was captain of the ship, Когда капитан был капитаном корабля, we could feel confident that the ship was in good hands. We didn't have to constantly worry about it. то есть мы чувствовали, что корабль в надежных руках, и нам не нужно было беспокоиться постоянно. Captain Bill generally was regarded as a very strong terminal. В целом, капитан был очень сильным терминалом. Bill, to tell you the truth, I never saw a close personal relationship between them. You never saw a close. Честно говоря, я никогда не видел близких каких-то отношений между ним и Хаббардом. Лично. I think that, well, everybody on board wanted to have a close relationship. Everybody wanted a close relationship with one another. То есть все, кто были на корабле, конечно, хотели иметь какие-то личные отношения, быть ближе к ЛК. I think it was a big disappointment for Captain Bill. Это, наверное, было какое-то разочарование. He didn't have that close personal relationship with Он him. не получилось установить какие-то очень тесные личные связи с Хаббардом. But on the whole, their professional relationship was very good. Но профессиональное их сотрудничество было очень высокое. На лекции очень много описывалось ситуации, что у ЛРХ были трудности с церковью, когда ему приходилось вводить промежуточные точки, когда они общались.
Но любой человек, который работает с большим количеством людей, он непременно вынужден будет вводить промежуточные точки. Если какой-то, ну, то есть с его точки зрения, каковы, может быть, правила или решения для того, чтобы избежать, по крайней мере, уменьшить эффект улучшения общения, чем из-за промежуточных And I can read a certain amount of French. I studied Latin, but beyond that, no. During the lecture, you mentioned that had started to have problems with the church when he started to have additional terminals in between lines of communication. But when you deal with a lot of information, a lot of terminals, you have to do that. You have to find additional points between lines of communication. What is your point of view? How to protect the lines of communication from being not correct when you add inter-communication? It's a matter of finding beings who are suited to that work. Я считаю, что это дело связано, то есть нужно найти таких индивидуумов, которые преданы своей работе. And training. И тренировать их. Для промежуточных точек. Для того, чтобы сделать communicator. Yes. Да, для того, чтобы сделать коммуникатором. I work well in that kind of work. То есть я достаточно хорошо работала в этой должности. And I think it's because when I was a boy and growing up, я думаю, что это именно потому, что когда я был ребенком и рос, my relationship with my father was such that I could not ever afford to manifest any ego. И мои отношения с отцом были таковы, что я никогда даже никому не приходила продемонстрировать свое эго. И заявить, что я. I had a discipline. I had to learn that discipline. То есть я очень четко рано научился дисциплине. I think that was my major qualification for doing well on that post that I left. Думаю, что это была моя самая главная квалификация, которую я получила для того, чтобы быть успешным. Because I could work those lines. Потому что я мог работать с этими линиями. And I didn't put any ego into them. Я не вносил ничего своего в эти линии. That's probably unusual, but I think very necessary. Но в этом случае это просто очень масса. Должно быть именно так. But the one thing that Ulrich could not stand, he would not tolerate about the manifestation of ego that conflicted with his. He had some ego. Но вот это то, что Аллахан никогда не мог принять или понять, что его я, оно всегда вот на первом месте. Эти вещи. You mean that his ego? He had pride. He could be very proud. He could be vain. Да, он очень был гордый, он был довольный. He had his human side. Human. Человеческую природу. Ну да, вот такая у него харизматическая мистическая лидерство. You have to remember that he himself, as a being, was so big that if he flowed energy through a little fault, the energy was so big that the fault could become big. Ну, то есть надо помнить и понимать, что Аллах был настолько огромен сам по себе, как существо, что даже когда он совершил какую-то маленькую ошибку, он вкладывал туда столько энергии, что ошибка превращалась в какой-то очень большой такой хаос. So it's probably how big human beings are really. Yeah. There is no other way. No, exactly. Ну, наверное, это как бы их слабая и сильная сторона, потому что иначе они не могут, наверное, видеть. Если он огромный, то его маленькая ошибка будет она вот такая. Ну да, говорит. Okay. Aren't we tired? No. From our questions. Не устал, мы замучили вопросы. Maybe you would like to ask something. What?
I guess my question is, do you have any more questions? Может быть, ты хочешь спросить что-нибудь там, ответ у нас? Ну да. У вас еще вопросы есть? Есть ли что-то, чем мы можем ему помочь или посодействовать? Is there anything we can help you with? Oh. Well, thank you very much. Спасибо большое. Like everybody else, I need work and income. Work and Work and income. Как любой другой человек, мне нужна работа и доход. So you would like more PC? So? Yeah, that would be good. Хочешь больше купиров? Да. Okay, we will postulate you more. Which city in USA? Хорошо, но постулируем тебя побольше. Спасибо. I'm living in a place called Можем ли мы Pittsfield. взять какие-то координаты? Massachusetts. Can you give us your contacts? Sure. Давайте, есть эти визитки у кого-то с собой? Только такие. Да. Thank you. You mean PC in body, in flesh? Yeah. Well, it's. I don't care if they're in flesh or in the spirit, but they must have checkbooks. Checkbook? Чек-шит. Checkbook. Write a check. У тех, у кого нет тела, нет чековой книжки. Не, ну как бы денежный поток. Да-да-да. In my explorations of the seventh and eighth dynamic, I have audited a great many beings. Many beings. In what? In my solo auditing. In my exploration of the seventh dynamic, I have audited many beings Ну, who did not have bodies. Really? Я Я поняла. переведу, если хочешь. Ну, то есть, когда он исследовал там 7-ю и 8-ю динамику, он как бы работал с многими существами вне тела. У Так которых что нет тела. получил очень много опыта в этом. Да, у меня, говорит, полно проклеров, которые там без тела летают, я их медитирую. Any written work? Oh, plenty. Давайте нашему родственнику. Конечно, да. Что напишем? Мор 1. On your site? No. Most of it's in a journal. Спроси, пожалуйста, что за город, если он указывает телефон номер, что это за город, Lena asked you to point out the exact town. It's 30. У нас сайт есть у нас? Телефон number? Yes. .ру. Телефон у нас 7 499 и адрес. But where I can buy your books written in complete form? You would have to buy, at the moment, you would have to buy back copies of the journal. The address is... Oh, I don't remember the address. You could Google it. .ру. Это мейловская. The magazine is called eng.avi. Which is... Линковый давай дадим. Значит, ну, наверное, лучше личный мой написать, пометить что-то личное. Нижнее подчеркивание 08. Поскольку я не знаю, насколько он знает. Oh, dear. It's for me or for Lena? It's for us. A little bit. Mostly about the history of Islam, some philosophy. There was a book written, an expose
of Run and Scientology, written by a former Scientologist called A Piece of Blue Sky. And I wrote a commentary on the book, which actually is incomplete. I have one more chapter to write. But I wrote a commentary on the book, section by section, and I said what I agreed with the author said, and what I disagreed with. This is general information about our organization. Great. We are all from one, the same org. Лен, ты свое имя напиши, ты же как бы как. This is my organization. Sometimes was division, and now I was supervisor, but I have a lot of lions as которые остались после того, как я работала в шестом отделении. Иногда мне до сих пор пишут, from when I was director of the 6th division, was still writing to me. Wonderful, wonderful. I would like to say that I appreciate getting pieces. Я хочу добавить, что я бы очень был рад, если бы у меня были еще примеры. But I'm also looking. I'd be very happy to use everything else that I've done. Я также хотел бы применять все, что я другое, что я умею. Like what? Well, the things I've learned, the things that my experience. Ну, то есть вещи, которым я обучался, мой опыт. To make them available to somebody to whom they're useful. То есть давать это тому, когда кого-то вы представляет ценность. имеется в виду мое обучение и способности к саентологии. Не в других областях. You mean your educational experience in Scientology? And in life. Да, и как в жизни. I'm not a leader. I'm just not, this lifetime I'm not a leader. Ну, то есть в этой жизни я не лидер. But I would like to be part of and contributing to a productive group. Я бы хотела быть частью, носить свой вклад в продуктивную группу. Так что можем писать, звонить. So we can call and write to you if you have any questions or would like to share your experience. Yeah. Ну, мы можем писать, звонить, и если вы уж не против, поделитесь с нами опытом. Да. But if that comes to a point where we're having a professional relationship, then we have to talk about that. Да, ну когда это, это будет у нас профессиональные отношения. Да, естественно, Переведи, пожалуйста, что я была очень рада познакомиться с вами, очень рада, что есть еще где-то люди, которые предоставляют саентологию. И что это делает. Она said that she was very glad to get acquaintance with you, and we're all happy. I mean, she said, but I think we all feel that we are all happy that there are still such individuals like you who still practice Scientology and who still have this unique experience of working with the light. I feel very proud and very honored to have it. Я сам очень рад, что у меня была честь, что у меня есть опыт. I'm always happy to share it. Я всегда рада поделиться. Thank you. Maybe I'm too late, but I just would like to ask, can we somehow read your wonderful lecture? Maybe you can put it on the site or somewhere else. Sure. Because what you told here today, it was something. I mean, people are impressed. Oh, great. Thank you. Может быть, очень запоздала, может быть, somehow conveyed the real lecture, которую сегодня прочитала, можно будет прочитать на сайте. That's what I wanted to do. Еще как-то, потому что это очень интересно. The emotion just stroke people. Yeah. Yes, they are impressed. It's wonderful. And we would like to have the text. I mean, so just to reread or to tell to somebody. Sure, we have the records, the filming was done, but also the text we would like to have. Absolutely. Thank you so much. Yes, of course. Thank you. У нас контакты есть. Ага. Get connected. Если Лена с кем не познакомились, то поскольку был вопрос... Are you acquainted with Lena? On email. By email. Что именно вот эта Лена, это было такое
So it was Elena who writes to you. Yes. We guessed that. It was you. Okay, so thank you very much for your time. Thank you very much for having me.